Всем привет, с вами Apple Insider, и сегодня на канале Wylsacom вы увидите потрясающее интервью разработчиков лаборатории Касперского, которые показывают нам новый продукт Kaspersky Security For Mac. Действительно ли существуют угрозы, нужно ли его ставить и сколько это стоит, вы узнаете сегодня на канале Wylsacom. Поехали! Скидки всем подписчикам от партнера и магазина AppleJesus.ru. You don't want your cameras to be wet. It's the worst moment of the trip. А вы думали, в Монте-Карло так просто попасть? Именно туда я отправился для того, чтобы узнать о новом продукте лаборатории Касперского Internet Security For Mac, обновленной версии. Поймал двух специалистов, Вартана Минасяна и Винсента Диаса, у которых спросил, что же такое угрозы для Mac и как с этим жить. Винсента, Вартран, добрый день. Начнем с уязвимостей. Первый вопрос. Существует миф, что платформа OS 10, она настолько защищенная и настолько не подвержена всевозможным вирусам, malware и прочим угрозам, что пользователю рядовому, в принципе, не нужно заботиться о защите. Все это сделала компания Apple за него. И насколько это соответствует действительности? Basically, Apple was promoting this idea because obvious interest, the users think that, but unfortunately this is not true anymore. In technical aspects, we can see that, of course, they have vulnerabilities as anybody else. We have seen this proven last year with the flashback with more than 700,000 people getting infected. And these days, it's still most of the most popular software being exploited also runs in the Apple platform. And what we are seeing these days is a lot of different targeted attacks against people using OS 6, mainly because they are the main target. So regardless of the technology that they are using, they have nothing that is bulletproof against that. And also because the users of Apple, because of what we said at the beginning, are also not so aware of that they can be a victim of this kind of attacks. So if you put everything together, the situation is not so good for them, I think. We should start saying to people using Apple that it's a good product. They have a good operating system, but also they have several problems, like everybody else, so they could get infected as well. По продукту первый самый важный вопрос, когда выйдет, сколько будет стоить и какова форма оплаты? Возможно ли его скачать или есть только коробочная версия? Мы планируем выход этого продукта этим летом. То есть он будет доступен на рынке в нескольких видах. Первое – это коробка. Второе – это скачивание с сайта лаборатории Касперского. Третье – это покупка через наших онлайн-партнеров. По стоимости стоить продукт должен около 1200 рублей. И будет, в общем-то, будет доступен к покупке этим летом. Это будет годовая подписка или ты его покупаешь там до следующего серьезного обновления? Что-то в этом роде? Продукт лицензируется по модели годовой подписки. Да, то есть покупается один активационный код, вставляется в продукт и доступно использование продукта сроком год. Такой еще вопрос, где это будет работать и сколько будет загружать систему? Ну, вернее, все боятся ставить антивирус даже не потому, что не хотят получить защиту от вирусов, а потому что это такое мнение из 80-х, 90-х, да, скорее, с конца 90-х, что антивирусы и всевозможные защитные программы, они больше мешают, чем помогают. И дополнение, понятно, что на современных Mac-компьютерах это будет работать нормально, а если говорить о старых, которые с обычными винтами, не будет ли там каких-либо проблем? Я немножко расскажу, как мы тестируем всякие сценарии, связанные со скоростью работы антивируса. У нас очень обширный набор разных маков. Самый ранний из них относится к 2007 году, то есть весьма старый. На нем стоит операционная система 10.6, и, кстати, это минимальная операционная система, на которой мы работаем, а максимальная 10.8. Но как только выйдет 10.9, мы сразу ее будем поддерживать, автоматически причем. И мы постоянно запускаем наш антивирус в самых разных сценариях для того, чтобы понять, насколько сильно он действительно тормозит компьютер или, например, просмотр страничек интернета или игры, любые сценарии, которые используются на компьютере.
Вот. И мы ставим себе очень агрессивные цели, надо сказать. Ну, что можно сказать о потреблении ресурсов? Продукт занимает на жестком диске около 400-500 мегабайт в зависимости от объема антивирусных баз, потому что они все время меняются время от времени. Потребляет некоторый интернет-трафик для того, чтобы эти самые базы скачивать. Совсем небольшой трафик, надо сказать. Сравнимый, ну, точнее, несравнимый уже с современными, да, потребностями обычных пользователей. То есть это, в принципе, незаметно. В фоновом режиме, когда работает продукт, когда он просто проверяет файлы и ссылки, к которым обращается пользователь, он потребляет в основном не больше 0,5% от процессорного времени. То есть, ну, можно сказать, что он потребляет, например, меньше, чем Skype, и меньше, ну, уж точно меньше, чем любой браузер. То есть на фоне любого браузера, особенно с активным контентом внутри, со всякими скриптами, работа антивируса не будет заметна. Но если пользователь хочет быстро провести сканирование всего компьютера, всего своего жесткого диска, то мы будем потреблять гораздо больше процессорного времени для того, чтобы завершить это сканирование быстрее. Но это будет происходить только если пользователь сам вручную запустит сканирование, например, всего жесткого диска Macintosh. И последний вопрос. Насколько уязвимы iOS, вообще мобильные системы? Понятно, мы слышим про Android, сейчас развивается Windows Phone, развивается, в принципе, BlackBerry, новая операционная система, и iOS. Возможно ли повторится история, что со временем эти платформы станут тоже весьма интересны для атаки, настолько же, насколько и десктопные системы? In this case, now we have for several reasons, that we have like the worst puppy in the class. In this case, is Android. It's very popular, and so it's very likely a target for the attackers because you will get a lot of victims. And the security in Android is not so good, and in this case, it's for several reasons. Mainly because of the segmentation of the market, so no one is clearly responsible for security updates. Even if Google is releasing a new version of the operating system, maybe the manufacturer needs some time to make the adaptation for their models, and some models are not compatible, and later the telecom company is not distributing the updates, so it really depends of a lot of factors, and I think this is one of the main problems. So given the popularity and the difficulty to exploit iOS, so far Android is clearly the obvious target for the attackers. About the other operating systems, we are seeing new operating systems for the mobile like Firefox, and I think that there are a couple of more very interesting ones, and we will see how popular they get. Windows probably will get some popularity maybe in some corporate environments because it's easily integrated with other existing software. So this will be interesting because this will be also a very obvious target for targeted attacks. iOS is very good in preventing this kind of mainstream threats, but at the same time, of course, has some vulnerabilities, and is very, very interesting operating system, especially for targeted attacks, because we can see every CEO with the with the iPhone. So there are many groups working on that and creating exploits and creating malware and creating services, and usually they are sold to governments, to some groups that may be interested in spying some people. This market exists, but will never be mainstream. So again, we don't have any perfect operating system. It also all depends on who is interested in infecting you, if it wants it to be very targeted, if it wants to be mainstream, but there is always people working in every different field to make money. As long as they make money with that, they will target. Спасибо, Винсенте, спасибо, Вартан, за интересный вводный курс, наверное, в мир антивирусов и угроз для Mac. И я со своей стороны посоветую всем действительно поставить Kaspersky на 30 дней, ничего страшного. Я надеюсь, что он удаляется так же просто, как и устанавливается. И без проблем для себя решить, что же это, нужная вещь или абсолютно бесполезная. Смотрите продолжение на AppleInsider.ru.